назад в эфире. Мы с вами на Волховском фронте снова. Сейчас приехали, будем копать блиндаж немецкий. Скорее даже, я бы сказал, даже докапывать, что он тут частично покопан, но большая часть еще не копана, и полы, естественно, все на месте. Вот сейчас мы его подрасчистили тут. Вот. И начнем сзади вот это вот все лишнее убирать. И потом туда, вперед и на выход. Выход такой длинный. Вот так вот идет. Вот. Так что поглядим, что мы тут найдем, не найдем. Но будем стараться пробовать. Пробовать и продолжать. Так, ну чего, копаем. Боремся с комарами, оводами, слепнями, с водой. Мы уже вышли на пол. Пол там вот под водичкой недалеко. Ну, такую площадочку сейчас расчищаем. Вот. Будем смотреть, чего там. Пол, похоже, из наборных досок. Ну, а там посмотрим, что там есть на полу. Или под полом чего тоже. Проверим обязательно. Ну, уже вот так вот выглядит задняя часть нашего блиндажа. Пока еще находок никаких особо не было, кроме всяких гвоздей, скоб. Вот, ну, я думаю, что-нибудь должно быть. Просто пока еще рано. Вот такой блиндаж у нас тут получается. Сейчас вот заднюю половину тут зачищаем. Полы пока не скрывали. Вот там только сливнуху делали. Карандашик там лежал, но он стух химический. Вот. Здесь кровать была. Такая она плетеная, типа рабицы, из телефонного шнура. Картон всякий валяется. Ну, пока ничего другого не видать. Так, на сегодня мы прервемся. Хоть, в принципе, время еще детское, но завтра вернемся с новыми силами, продолжим. Вот мы пол блиндажа взяли, даже, наверное, чуть побольше. Завтра с утреца его доколбасим. Посмотрим, что там. Пока что не густо. Задняя часть блиндажа была скудненькая. Вот, всякая резаная кожа, гвозди. Так, тут карандашей несколько было, но сохран не очень. Самый приличный вот карандаш, тоже химический. Такой вот с латунным колпачком. Таким вот. Так, крышка консервы стальная, 42-й год. Вот кожа была много резаной, всякой. Вот тоже какой-то ремешок резаный. Была граната М39, с нее тол добывали, видимо, для растопки печки. Ее раскрошили, все, и она вот тоже подгнила. Что там, походу, 42-й год. Это половинка. Пузырек у нас еще сегодня вот такой вот медицинский. С резиновой пробочкой, немецкий. Довольно стандартно. Они бывают такие крупные, а бывают квадратные в сечении. С такими вот рыжими пробками резиновыми. Ладно, завтра продолжим. Посмотрим. Будем надеяться, что спереди поинтереснее будет. Ну и потом еще в соседний блиндаж запрыгнем. Ой. А сейчас пора отдыхать. Париться в бане. Купаться в бане, да, все. В общем, приводить все в порядок. Так, вернулись на блиндаж. Сейчас заканчиваем его копать. Куча резаных сапог. Вот этих подковы тут всякие. Еще нашлись вон сигаретки. Немецкий Экштайн номер 5. Карандашик. Было еще 2 карандаша. Уже 7.
Но они такие под полом лежали, не в глине, как бы, а в чаче в такой, в воде. Ключик такой вот. Какой-то замочек, видимо, от ящика латунный. Тюбик, видимо, это крем для рук Фиора. Сейчас пока помыть нечем, ничего не посмотреть толком. Так, у нас тут блиндаж. Снова заминированный блиндаж. Вот у нас тут прям, здесь у нас вход в блиндаж. И сразу за входом сбоку лежит немецкая противотанковая мина образца 42 года. И вот здесь у меня вот боковой взрыватель на растяжку. И вот здесь вот мы вытащили часть провода, да. Часть провода. Как раз чтобы... Так, в блиндаж заходишь, провод зацепил и мина рванула 5 кило. О! Вот такая вот мина тут у стенки передней. Хулиганы какие-то оставили. Гады, хулиганы стоят. Сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у Деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, и есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у Деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Так, значит, мы тут блиндаж закончили, докопали. Вот тут только выход остался, но выход на потом. Сейчас уже поставили помпу, качаем второй. Вот, кое-что даже успели найти в нем. Все-таки сегодня повеселее получилось, чем вчера. Вот, сейчас покажу, чего тут нашлось. Вот под конец нашлась пилотка солдатская. Вермахт, соответственно. Но ее надо помыть, тут ее намывать особо нечем. В общем, надо будет аккуратненько это все дело помыть потом уже дома. Пилотка. Так, ну вот у нас наша немытая пилотка. Я ее немного сполоснул, но, конечно, ткань уже такая, ну, подизношенная. И столько лет, конечно, она пролежала в земле, 80 лет там почти. Такие вещи, конечно, редко очень сохраняются. Поэтому, пока не до конца я ее еще не отмыл, решил ее немножечко подсушить, разобрать по деталям и уже отдельно мыть. И потом буду ее собирать. Пока она немножечко в таком грязноватом, можно сказать, виде. Вот так вот она выглядит. Можно вот видеть даже, что сейчас вот ткань, она уже такая местами, конечно, потертая. Видно ее структуру, такую сетчатую. Но на самом деле это у нас пилотка М40. Если бы это была пилотка М35, более ранняя, довоенная, то и ткань была бы, я думаю, получше. Потому что она была более плотная, и цвет у нее был такой серо-зеленый, покрасивее. Потом они стали делать уже пилотки попроще. Уже ткань была такая, ну, скажем так, более хлипенькая. Потому что даже если посмотреть в интернете, там пилотки М40, то на них даже не из земли, в хорошем состоянии, всю эту сетчатую структуру хорошо видно. Делалась она, пилотка, также, в принципе, как и сами кителя, из той же ткани. Это смесь у нас, получается, шерсть и целлюлоза. Так она, в принципе, с одной стороны выглядит, так вот она выглядит с другой стороны. Ну, с ней еще, конечно, надо поработать. Она уже тут немножко подсохла, надо будет ее разобрать
и почистить. После этого уже собирать ее, там, подшивать. Ну, в любом случае, экспонат интересный, потому что такое, конечно, попадается редко. Я пилотку вот так вот в лесу, как бы, первый раз вижу вживую. Вот здесь видно был нашивка, здесь был орел, но там ткань была попроще, и, к сожалению, конечно, нашивка растворилась. Здесь не было никаких металлических кокард, ничего такого. На офицерские пилотки иногда приделывали металлические какие-то кокарды. На солдатских обычно были такие. Вот, кстати, по поводу ткани, вот, чтобы было понятнее, вот могу пример показать. Вот это вот более характерный для ранней ткани. Такой вот экземпляр. Вот видите, он более зеленый такой и плотный. То есть сетчатая структура видна очень плохо. И это еще копанный экземпляр ткани. Вот, и то такое уже это очень сильно вытертый. Но и то он, как видите, такой довольно плотный. В отличие от этой, потому что он даже на более дальнем расстоянии видно эту, так сказать, сетчатую структуру. Так что М40 она уже более такая была серая, машинного цвета и более как бы хлипенькая. Вот, так что, ну, надо ее будет попробовать привести в порядок. В принципе, сама ткань вполне себе, то есть она не разваливается, ничего. Ее, конечно, не носить, эту пилотку уже. Ну, кому ее, как говорится, собственно, носить? У нас тут, слава богу, никаких солдат вермахта нету. Вот, просто такой вот экспонат прикольный. Так что, ребята, главное хорошо мыть пилотку. Так, что у нас тут еще? Оп. Колышек для палатки был немецкий, стальной, ну, лежал прям на бревнах, вперемешку с какой-то травой, но и состояние у него не очень. Хотя клеймишка у него он четенькая, видно. Так, ну тут какие-то кожи от плетенок артиллерийских, зубила. Вот. Это такая штукенция была. Вот. Запчасти кожаные. Тюбик, я думал, крем от Фиора был, а это зубная паста Адол. Маленький тюбик. Они обычно большие попадались, а это маленький. Но, к сожалению, он тут не целиковый, с него выжимали все до последнего. Вот. Так, запчасти от нашей палатки, похоже. Вот такая вещь попалась. Это, похоже, у нас наградная планка немецкая. Состояние, конечно, тут не айс. Она, основа тут железная. Ну, если я не ошибаюсь, да, похоже очень на наградную планку. Так. От портфельчика застежка попалась. Так, что у нас тут еще? Карандашик синенький. Ключик вот. Помыл. Ключик стальной. Такой тоненький. Ключик. И мундштук вот такой вот под папироску. Красивый. С разводиками. Желтый. Оп. Так, кусочек расчески. А, еще вот здесь вот сейчас какая-то такая вот штучка из дерева вырезана.
Мы предположили, что это имитация шоколада, чтобы русских детей обманывать. Фашистские проделки. Так, ну вот. Куча было там резаных сапог. От них вот эти какого подковы. Так, пробка от минералки. Такая стальная. И стойка для палатки деревянная. Но состояние у нее, увы, уже не очень. Оббивка снизу, сверху сгнила. Там тонкое железо было. Осталось только дерево, и дерево такое себе. Ну а вот мина противотанковая это. Мы ее тут в старом блиндаже и утопим. Так что вот как-то так. В общем, у нас закралось подозрение, что в этом блиндаже жил, видимо, офицер какой-то, что все очень добротно сделан блиндаж, полы чистенькие, кроватка у него там была на возвышении, вот, никакого, в общем-то, мусора нету, все культурно, в отличие, например, от соседнего блиндажа, где там всякие консервы, бутылки валялись, здесь ничего подобного нет, все было чистенько прибрано. Плюс вот и от портфеля защелка, и наградная планка. Так что, ну, явно не обычные солдаты, скорее всего, в этом блиндаже жили. Вот. И еще тут под полом было много резаной кожи, резаных сапог. Мы предположили, что это говорится, старший по званию, который здесь жил, просто так наказывал своих немецких провинившихся подчиненных солдат. Если провинился солдат, он приходил, и он ему кусок сапога, значит, отрезал. Вот. И таким образом вот он тут нарезал не одну пару сапог. Ладненько. Нам сейчас огурчиков хрумкнем и пойдем на второй блиндаж. Попробуем там. Так, а вот второй наш блиндажик. Он немножечко конструкции поинтересней. Здесь у него, значит, получается вход-заход. Вот так вот идет, вот даже стойки. Видно, вот стойка, вот стойка. И вот так вот мы сюда завернули. Пошли. И вот заходим сюда. И вот основная его часть, вот так вот он идет. Вот одна стойка видно угловая, это задняя стенка. Непонятно только, что это за просвет такой. То ли тут окно у них было, то ли он проходной был. Хотя, в общем, не должен быть. Непонятно. Вот остатки стены боковой. Стойка тоже на выход. И вот какие-то мелкие стоечки идут. Несколько штук. Непонятно для чего. Вот. Ну, будем смотреть. Водичка активно прибывает. Выбрались на пол. Потихонечку все это дело расширяем. И вот в углу у нас была труба от печки. Вот, и ящик еще был от минометных мин немецких, 50 миллиметров. Ну, гнилой, видимо, под печкой стоял. Такое бывает время от времени. Вот, так что пока находок никаких не видать. Ну, тут еще, в принципе, копать довольно много. Так что все еще впереди. Ну вот так вот у нас получается. Вон там стенка боковая. Вторая вот здесь. Я еще немножко не зачистил. И вот переднюю стенку немножко не дошли. Там еще с полметрика где-то. Вот пол. Здесь такой вот. Ну, на этот раз, наверное, все. В следующий раз продолжим. Выкопаем его, посмотрим, что здесь есть. Пока только металлолом.
Вон тут какая-то непонятная штука с кольцом, какая-то кочерга, может, у них была или еще что. Петля дверная. Пока тут такое железо неинтересное. Вот, в принципе, находки, которые мы нашли, я показал. Сейчас повторно показывать не буду, потому что я их уже убрал, чтобы все самое ценное убрал, чтобы не портилось. На солнце тут жара просто у нас. Мы копали плюс сколько тут? 31-33, наверное, так вот. Может даже больше. Короче, жарище, слепней куча. Зажрали просто, мы уже все. Устали с ними бороться. Поэтому поедем отдыхать. И увидимся в следующий раз. Так что это был лунный ландшафт. Всем до новых встреч. И обязательно пишите огненные комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. И увидимся в следующий раз. Посмотрим где. Может быть здесь, может быть еще где-то. Дело такое. Вот так вот.